Всем добрый вечер. Рада вас видеть. Сегодня мы поговорим о регрессивной терапии. Это тема нашей этой недели. Мы раскрываем в нашей рубрике все, что связано с саморазвитием, с душой. И я подробнее рассказываю о методе, которым сама пользуюсь. И это регрессия, путешествие в прошлой жизни. Возможно, вы так об этом слышали. Или регрессивная терапия. И я уже немножко начала об этом рассказывать. Кто следит за мной в моих сторис, я делилась тем, что обучаюсь регрессивной терапии. Мое обучение началось еще в октябре прошлого года, и в принципе я его закончила, но я еще продолжаю, добираю такие дополнительные модули, которые будут позволять мне в моей практике идти еще глубже. И вот, например, этот модуль, обучение, по которому у меня сейчас происходит, он связан с травмами. И это очень интересная и важная тема. И уже в моей небольшой, но тоже практике я сталкивалась с ситуациями, где у нас раскрывалась травма, которая случилась и в этой жизни, у кого-то это еще из прошлых жизней. И поняла, что действительно нужно понимать, как правильно подходить к этому вопросу и как ее прорабатывать для того, чтобы увидеть, скажем, тот самый момент, когда эта травма только создалась, образовалась, как мы ее можем проработать там, в прошлом, когда она только появилась, для того, чтобы изменить и текущую жизнь человека, и, конечно же, его будущее. Но сейчас не о моем обучении, хотя о нем я тоже сегодня расскажу. Сегодня мы поговорим о том, что такое регрессивная терапия, как же мы можем путешествовать в прошлой жизни. Также я расскажу о своем опыте, как я первый раз попробовала регрессивную терапию, почему я ее сейчас использую в своей практике, с какими вопросами, проблемами, травмами она может помочь, с чем она работает, для кого этот метод подойдет, кому он полностью противопоказан. Есть определенные вещи, которые нужно знать, то есть не каждый человек сможет использовать регрессию как терапию для себя. Ну и еще несколько интересных моментов, которые мы сегодня обсудим. Также я выписала ваши вопросы. Я в сторис составляла окошко для них. И спасибо тем, кто их задавали, написали. Если будут появляться вопросы во время эфира, да, вы можете их писать, задавайте, постараюсь ответить. Также после просмотра пишите комментарии. Возможно, кто-то из вас уже погружался, есть опыт. Поделитесь, каким он был для вас. Это очень интересно, потому что, как показывает моя практика, каждый регрессолог, как и астролог, очень разный. У каждого свой индивидуальный подход. У нас у каждого есть какие-то свои таланты, дары, которые мы также используем в своей практике. Поэтому опыт может быть очень разным. И важно находить своего человека, с которым вы бы хотели пойти в это путешествие, которому вы доверяете и который вам откликается. Это, наверное, такой ключевой момент в выборе ведущего, да, регрессолога. Ведущий имеется в виду тот, кто проводит сеанс, сессию. Вот, поэтому я начну с того, как вообще я пришла в регрессивную терапию. Я изучаю ведическую астрологию, и в первую очередь я ведический астролог. Изучаю я ее с 2018 года, консультирую с 2019. И это та наука, которая, скажем, ее можно изучать вечность. И это действительно не то, что мы можем выучить за какое-то время и потом просто использовать как знание. Там столько слоев, столько глубины различных техник, методик, и плюс их все нужно практиковать, то есть на живых гороскопах, на живых людях, проверять, как это действительно проигрывается, потому что очень много разных комбинаций. Плюс зависит, конечно, время и место того, где этот человек проживает, в какое-то время все происходит, потому что те позиции, скажем, для человека, который жил 50 и 100 лет назад, имея определенные позиции, человек, который живет с теми же позициями сейчас,
будет совершенно разная трактовка. Что-то, конечно, будет общее, но место и время изменились, и они играют очень большой фактор. Поэтому в своей практике мне казалось, когда я начала работать с людьми, с клиентами, что вот я делаю, скажем, такую хорошую диагностику, да, я выявляю, почему у человека существует данная проблема, и рассказываю ему, почему она существует, способы, варианты решения и чему этот опыт его учит. Но сталкивалась я с тем, что человек все понимает. Я ему даю рекомендации, ему даю советы, мы разговариваем, у меня много поддержки после консультации, но как будто бы чего-то не хватает. И я долго не могла понять, чего не хватает. Мне казалось, что, возможно, у меня недостаточно опыта, потому что я консультирую не так долго, и, возможно, нужны прям годы для того, чтобы я могла дать такой полный, обширный, скажем, диагностику, да, и помощь человеку. Но все равно чего-то не хватало, потому что я видела, что каким бы даже классным, суперпрофессиональным астрологом я ни была, я-то могу человеку это объяснить, но это все на уровне ума. А самого главного проживания этого, осознания у него только после того, что я ему говорю, да, с моих слов, не происходит. И я пыталась найти, как бы мне в своей астрологической практике, что я могу использовать для того, чтобы дать человеку как будто прочувствовать и увидеть этот опыт, эту ситуацию со стороны, почему она происходит и как ее можно решить. И это, наверное, отчасти того, что я перфекционист, и мне хочется всегда вот полностью комплексно помочь человеку. Я вижу трудности, вижу проблемы, вижу, главное, их решение, те варианты, которые у него есть, как он может справиться с этим. Но я же не могу пойти и сделать это за него. Вот это ключевое, да, то, что всегда есть свобода выбора, свобода воли человека, которую я должна уважать, и каждый человек должен это уважать. Есть рамки, за которые мы не выходим. То есть я не могу играть в Бога и говорить человеку: делай так, и вот тебе будет это. Это неверно. Я могу, как человек со стороны, астролог, коуч, подсказать, дать диагностику, почему это происходит, что привело к этому, какие есть пути решения, какие уроки, какой опыт нужно получить, какие качества приобрести, какие программы перезаписать, скажем, да, от каких установок избавиться. Но вот этот вот сам путь, я говорю точку А и точку Б, но сам путь человек делает сам, и я за него это не могу делать. Ну так вот, это все меня привело к тому, что я вспомнила, что когда-то помогло мне. А было это на самом деле не так давно, хотя кажется, что очень давно. И еще до того, как я начала обучаться астрологии в 2018 году, случились такие ключевые события в моей жизни. В 2016 мы с мужем переехали из Канады, где мы прожили 11 лет, в путешествие, из которого мы до сих пор не вернулись. В общем, у нас был билет в одну сторону, мы уезжали, продавая все, что у нас было, я увольнялась с работы, и мы хотели поехать в путешествие, чтобы найти себя в том числе и посмотреть на мир. Живя там, у меня было такое ощущение, что меня как-то обманули, что мир, он как-то должен быть намного шире и интереснее, чем то, что я вижу вот из этой коробочки. И было постоянно, прям очень многие годы. Я об этом вот сейчас рассказываю, о своем пути в сторис. Кому интересно, вы можете посмотреть. Это также будет в сохраненных. И рассказываю, почему я себя так чувствовала и что потом случилось, да, какие изменения были в моей жизни. Так вот, переехав из Канады, мы поехали жить в Таиланд. Там прожили полгода, потом поехали в Камбоджу, потом 3 месяца во Вьетнаме. В общем, проехали Вьетнам с Ханоя до Хошимина.
жили везде, все классно, мы путешествуем. Параллельно мы работаем онлайн, я преподавала английский язык, потом работала в блокчейн-проекте, параллельно еще создавала свои собственные проекты, и муж в том числе. У нас были общие проекты тоже. Но внутри, что происходило на заднем фоне, да? Мои родители, и у нас достаточно важно сказать, сильная связь с родителями, то есть они имеют на нас определенное влияние. Сейчас уже меньше, чем раньше. И это тоже то, над чем мы работаем. Мои родители к этому переезду, скажем, из Канады, из такой благополучной семьи, непонятно куда, особенно Таиланд, они не были в восторге, но они не мешали, они это приняли, они уважали этот выбор. Родители же мужа, ситуация была немножечко другая. И, в принципе, до сих пор уже, спустя 4 года, нас называют бездомными, бомжами. Ну, в общем, вы поняли. Но самое интересное, и некоторые наши друзья также считали, мы когда рассказывали друзьям, мы собирали такую прощальную вечеринку в Канаде, и на следующий день мы улетали, а многие нас не поняли, почему, кто так делает. То есть все уезжают, например, из Таиланда в Канаду, но не наоборот. И вот спустя год вот этих путешествий, плюс на фоне вот это вот все, люди говорят, что вы делаете, а мы смотрим на людей, смотрим на родителей, все живут как бы нормальной, стабильной жизнью. И ты думаешь, блин, что со мной не так? Почему я нормально не могу жить, как они? Может, действительно я там убегаю от чего-то, да? И чего-то о себе или об этом мире не понимаю. Ну и, в общем, были такие поиски себя. И в этот момент нам дают контакт ведического астролога, и мы оба с мужем делаем консультацию астрологическую. На тот момент я вообще не знала ничего о ведической астрологии, но консультация на меня произвела такое впечатление, что в тот момент это было настолько нужно, это был как глоток воздуха. И я услышала все то, что я о себе знала, но от другого человека со стороны, который как бы меня не знал. И на тот момент вот каждая струна души откликнулась, это вот было то, что нужно. И у меня тогда были вопросы, которые были такие общие, связанные с предназначением, то ли я делаю, нормально ли вообще так путешествовать, не жить в одном месте и так далее. И тогда мне как бы этой информации хватило на полгода. То есть, да, я убедилась, что я делаю определенные вещи правильно. Вот там твой вектор, твои сильные стороны, таланты, которые есть, используй их, и там какие-то рекомендации. И спустя полгода, делая это, я все равно попала в какой-то тупик, потому что я уже не знала, а я точно так делаю или не так, то есть чего-то не хватало. И тогда еще на консультации моему мужу астролог посоветовала ему погрузиться, сделать регрессивную терапию. Мы тогда тоже не знали, что это такое. Ну, в общем, он это так запомнил, ему хотелось попробовать. И ровно через полгода мы уже были в Индии, потому что этот астролог зимовала в Индии, в одном прекрасном городе, куда мы сейчас тоже ездим, приезжаем, и в скором времени, надеюсь, тоже там будем. И, в общем, она там зимовала, приехать к ней, побыть в этом месте, такое сильное энергетическое место, и сделать регрессивную терапию вживую. И, в общем, сделали мы терапию, погружение, да, как мы говорим, вживую. Сейчас-то все происходит онлайн, у меня обучение онлайн, и большинство сессий тоже онлайн. Тогда вот это было вживую, это прям, скажем, лакшери, потому что для нашего времени сейчас и обстоятельств это, конечно, редкость. И вот тогда для той сессии у меня был запрос вот понять, да, в чем мое предназначение, что я здесь делаю и вообще кто я. Вот такой вопрос. Очень, очень общий, но очень важный для меня. И мне прям действительно хотелось понять. Мне важно было прожить это, увидеть, потому что на уровне ума я, опять же, все понимала, но как это сделать, не знала. И мое погружение тогда, оно было очень сильным. Это длилось 5 часов. И это, в принципе, редкость, то есть это не норма.
это зависит от регрессолога, да, сколько он работает, как он работает, от человека и от места, конечно. Там было такое очень сильное энергетическое место, как я сказала, это место силы, туда приезжает много паломников, то есть там и без регресса можно улететь, и в принципе так и было, там намоленные места, то есть иногда, когда ты находишься в храме, в ашраме, совершаешь продакшн, там есть священная гора, и ты делаешь обход вокруг нее, то ты эти энергии ощущаешь, и ты улетаешь, не делая как бы ничего для этого. Поэтому регрессия была очень глубокой и сильной, и после нее я там все прожила, увидела по своему запросу, что мне нужно было. Еще после нее ночью, несколько ночей, 2-3, я летала, то есть во сне мне показывали какие-то эпизоды из прошлых жизней, воплощений. Я помню, в первую ночь, по-моему, мне рассказывали, где я родилась, год и название города, и страна. И это была Эстония или Латвия, я не помню, и название города. И я помню, что пыталась запомнить этот год и название этого города, чтобы утром потом проснуться, загуглить его и посмотреть, что это так и есть. То есть мне хотелось этого подтверждения, да, что действительно такое место существует, и я, возможно, там когда-то родилась. И у меня на YouTube-канале есть видео, я рассказывала об этом, кстати, погружение, самом первом. Оно было очень для меня знаковым, очень важным, поэтому, если вам интересно, вы можете посмотреть то видео. Ну и здесь получается, что вот была Алина на тот момент, да, которая не знала, чем ей заниматься, в чем ее предназначение. И нам нужно было отмотать назад до того момента, когда вот ее душа еще не воплотилась, но уже знала, какой опыт она хочет получить и для чего она, в принципе, воплощается, в чем ее миссия. Вот. И поэтому данный метод, вот, регрессологии, получается, это как вспоминание с помощью глубокой медитации, да, глубокого расслабления. Я об этом тоже расскажу, как происходит это самое глубокое расслабление, как мы попадаем в это пространство, где мы можем путешествовать по нашему бессознательному. Кто-то спрашивает в чате, нашла ли я свое предназначение. Нашла, но я его еще перепроверяла и вот убеждалась. То есть я его нашла тогда, мне о нем сказали в 2017 году. Спустя 4 года, вот сейчас я сама провожу регрессии и сама погружаюсь. У нас на курсе такая, практика должна быть. И это предназначение раскрывается для меня еще более с новых других граней. То есть получается, когда ты растешь, эволюционируешь, тебе как будто бы открывают следующие двери, да, следующий уровень и открывает больше информации, больше знаний. Теперь ты готов к чему-то большему. Тогда мой мозг, сознание, скорее бы всего, не поняло, если бы ему показали то, что ему показали сейчас. Было рано, важно было другое. И вот поэтому это можно раскрывать, да, на протяжении одного времени, долгого времени, да. Так вот, и регрессология — это наука, метод, который работает с нашим подсознанием, где мы видим себя в разных периодах жизни. То есть получается, что мы можем, кстати, принято считать, что это работа с прошлыми жизнями или погружение в прошлые жизни. Это не всегда так. Если существует травма в этой жизни, вот один из примеров, буквально мы его вчера и сегодня обсуждали на курсе, это переедание. Когда нет чувства сытости, и человек очень много ест, есть эмоциональное переедание, из-за этого лишний вес. Так вот, например, у этого человека, погружаясь таким запросом, да, откуда это, почему, например, я не могу себя контролировать, почему я переедаю. Погружаясь, мы можем видеть, что в какой-то момент этот человек мог или сам переживать, или кто-то из его близких, кто-то в роду, какие-то травматичные эпизоды, которые с этим связаны. Допустим, они жили во времена, когда был Голодомор.
Или это очень часто, кстати, происходит, те, кто вот воплощались, да, на территории СНГ, Россия, Украина, они рождались в те времена, когда был дефицит, когда нечего было есть, когда была война, когда была беднота. И в то время вот это сильный стресс, у человека сформировалась связка: дефицит, жажда и еда, нехватка. И вот оно вместе сцепилось на этом подсознании. И теперь это образовалась связь, и она передается из поколения в поколение в этом роду, да, или, возможно, она недавно образовалась, и это только у этого человека, но если он это не проработает, это может идти дальше к его детям, допустим. И вот регрессология помогает нам отмотать этот клубок, размотать его назад, посмотреть разные эпизоды, возможно, прошлых жизней, да, возможно, текущей, если эта ситуация, не обязательно этот пример, да, но ситуация возникла в детстве, допустим, тоже часто обида на родителей, что-то сделали родители. И мы можем вернуться туда в тот момент, когда эта травма, эта ситуация произошла, и рассмотреть ее с разных сторон, осознать почему, зачем, для чего и что мы могли сделать. И работа ведущего здесь, вот моя, да, в том, чтобы спрашивать вопросы. То есть вы находитесь на таком глубоком уровне медитации, расслабления, но вы со мной разговариваете, я вас спрашиваю вопросы. Я вас спрашиваю вопросы для того, чтобы, во-первых, вы передвигались по временным промежуткам, во-вторых, вы рассказываете все то, что вы чувствуете и видите. И вопросы, которые я спрашиваю, они открытого характера. То есть я никогда вам не говорю, не навязываю своего, во-первых, и никогда не говорю, что вам нужно сделать. Вы сами рассказываете, как вы себя чувствуете, что вы переживаете. Я вас прошу просто это описывать. И через ваше описание этого вывожу вот эти самые зацепки, да, если есть связки, и мы двигаемся в ту сторону, куда нам нужно, и выводим до определенного момента, где мы это можем проработать. И в принципе, мы их переписываем. Мы переписываем сценарии, потому что на том моменте мы можем изменить. Например, когда случился эпизод с голодом, да, человек умер от голода, потому что не было чего есть. В тот момент мы можем прожить, человек этот опыт проживает, и переписать его, осознать на то, что это уже с тобой произошло, ты это уже прожил, мы можем отпустить эту боль, все эти чувства, да, эмоции, которые есть у человека, связанные с этой ситуацией, и теперь в этой жизни у тебя этого нет, у тебя совершенно другая, новая жизнь. Ты не должен повторять все те же установки, поведения из прошлого. Сейчас у тебя есть сила, право это все изменить. Хочешь ли ты это изменить? Есть определенные техники, где мы это с человеком прорабатываем, переписываем сценарий, тем самым мы излечиваем все эти эпизоды. Мы только что разматывали обратно до места, где это создалось. Теперь мы это все заматываем, исцеляя тот опыт, то время, когда это произошло, до сегодняшнего дня, тем самым меняя его будущее. И, кстати, в регрессии тоже есть исследователи, да, психотерапевты, которые занимаются регрессивной терапией, которые погружаются в будущее. И об этом написаны книги, это мы тоже немного на курсе изучаем, но это уже больше как личная практика регрессолога, где мы можем видеть, как от тех решений, от тех установок, которые мы принимаем в этой жизни сейчас, меняется и наше прошлое, и наше будущее. И, кстати, вот в этом видео на YouTube, где я рассказываю о своем погружении, там был один из комментариев того, что человек сказал, что мои события как-то не сходятся по датам. И вот это и самое интересное, то, что время — это сложно понять, немножко сложно объяснить. Но если я скажу, что времени нет, то сейчас меня вообще никто не поймет. Но время — это... Мы привыкли думать концепции прошлого, настоящего, здесь и сейчас, и будущего.
но на самом деле это для простоты ума и нашего восприятия. Это самое примитивное объяснение. На самом деле это некий континуум, и это время существует в нескольких измерениях параллельно, одновременно. И не углубляясь в эту тему, потому что мне это очень интересно, но я сейчас об этом не буду говорить и рассказывать, но это вот об этом, то, что прорабатывая сейчас, занимаясь своим развитием сейчас, мы помогаем себе прошлому, и мы меняем свое будущее. Это вот к этому. Вот. Хотя в регрессии может, нам и кажется, да, и мы так это и проживаем, что это было когда-то, и оно действительно... То есть здесь тоже важно понимать, что вы видите только то, что есть, существует в вашем подсознании. Вы не можете увидеть, что там у меня. То есть вы проживаете свою картинку. И, кстати, все проживают по-разному. Кто-то видит это как фильм, вот как действительно на экране идет фильм, так человек это и видит. Кто-то вообще имеет сложности с тем, чтобы видеть, он просто чувствует. Или ему приходит, вот он говорит, я чувствую, что... Или ко мне приходит осознание, что... И он говорит, что там происходит. Я, например, видела себя и в теле, да, там человека, того воплощения, и видела себя как третий человек, то есть наблюдала собой со стороны, но полностью осознавала, что это я. Вот, поэтому бывает все по-разному. Некоторые, когда это травматичное состояние, кстати, некоторые люди это видят как мультиками, то есть прям как вот какие-то герои, там кто-то рассказывал, что это было из «Ну, погоди», по-моему, муж девушки, с которой мы практиковали, вот прям вот так вот, взрослый человек, но потому что сознание, подсознание не готово ему выдать такую картинку для того, чтобы его не травмировать. Вот оно ему выдает это в мягкой форме, вот в детской форме, для того, чтобы его подготовить. И это, кстати, был один из вопросов. Кто-то спрашивал, не страшно ли погружаться, да, что-то видеть. Да нет, не страшно. Не страшно, потому что, во-первых, есть главная защита. Во-первых, да, насчет защиты. Мы ставим защиту, ведущий ставит ее клиенту, когда мы начинаем работу. Это все проговаривается, и мы помещаем человека в защищенное пространство. Это важно. Далее, ваше подсознание, это ваша главная защита. Подсознанию не заинтересовано, чтобы вас травмировать и нанести какой-то ущерб или же какой-то вред. Поэтому оно будет очень бережно и мягко вам показывать то, что вам на данный момент нужно, к чему вы готовы, потому что оно как раз заинтересовано больше всех, чтобы вы наконец-то размотали вот эти все узелки и избавились от этих всех ограничивающих установок, то, что вам мешает развиваться. Кто-то пишет, Леон, весело мужьям, жены на них тренируются, святые люди. Тут важно понимать, что это не какой-то насильственный эксперимент. Здесь самое важное, кстати, желание человека, потому что идем в погружение 50 на 50. Ведущий должен быть в ресурсе, иметь энергию, вести человека, потому что как ведущий я тоже погружаюсь с вами, но я не ухожу полностью в расслабленное состояние. Я должна иметь определенный контроль, чтобы анализировать все то, что вы мне говорите, и плюс быстро среагировать, если будет какая-то травма, да, вас от этого немножко отделить. Есть определенные методы, потому что тело иногда бывает очень ярко реагирует у некоторых людей, и помочь дать вам защиту, поддержку, чтобы вы мягче перенесли этот опыт. Вот, и в принципе быть готовы быстро реагировать. Я об этом рассказывала в сторис, что регрессолог самая неожиданная профессия в мире, потому что никогда не знаешь, что будет дальше, ты никогда не знаешь, что человек увидит. То есть нужно быстро уметь подстраиваться под человека и дальше его повести, задать правильный вопрос, который его не уведет во что-то другое, что тебе показалось, а именно туда, куда ему нужно. Правильно расшифровывать эти символы, то, что вот он видит. Леон также спрашивает, нашли ли места, город, где вы раньше жили, нашли подтверждение. Я забыла. На утро я очень хотела во сне запомнить этот город и год. Год я приблизительно запомнила.
но это уже было вот сколько, 3 года назад, а город забыла, когда проснулась. И потом вот я рассказывала первые дни после своего первого погружения в Индии, я еще немножко летала, то есть я прям как будто бы в тело до конца не приземлилась. Это вообще был, очень необычный опыт, и хотелось бы его однозначно повторить, именно живое погружение, и именно вот в том месте, там это было очень сильно. Вот, но подтверждение я нашла остальным своим регрессиям. Вот это самое видео на YouTube, где я рассказываю насчет своей бабушки в этой жизни, да, и ее второго мужа, то есть не мой родной дедушка, как я его увидела в своей прошлой жизни, связь с ним, как он себя вел в этой жизни и как я его узнала. Поэтому посмотрите то видео. Почему считается, что регрессия именно про прошлые жизни? А если прошлых жизней нет? Тут все скорее на вере. Может, все это игра мозга и на многообразие впечатлений в этой жизни. Почему считается, что регрессия про прошлые жизни, если начинать сначала? Потому что регрессия основывается также на не то что законе, да, но методе реинкарнации, так же, как и ведическая астрология. Это не вера, это база, которая берется как фундамент, и это главная философия ведической астрологии, то, что мы приходим сюда уже откуда-то. Также и в регрессологии считается, что мы все приходим на Землю откуда-то, то есть мы не есть жители или те, кто здесь всегда были. Вот, и так как мы пришли откуда-то, приходим ли мы, тоже открытый вопрос, приходим ли мы один раз или мы приходим много раз. Вот через такие практики, как регрессия, как гипноз, осознанное сновидение, да, глубокие медитации, люди пришли к тому, что нет, мы не один раз приходим, мы много раз приходим. И поэтому, если это вера, если, например, вы верите в то, что человек рождается один раз, и смысл его жизни в том, чтобы прожить эту жизнь и просто вот прийти и уйти, тогда я не знаю, мне будет интересно с вами поработать, и что вы увидите, что вам покажет ваше подсознание. Обычно те люди, которые имеют какие-то сильные убеждения, которые очень сильно привязаны к материальному, которые заняты только зарабатыванием денег, карьерой, и вот все, что я не могу потрогать, я в это не верю, да, таким намного сложнее погружаться. И я здесь не о том, чтобы все вы должны на веру принимать то, что существует в прошлой жизни. Нет. Важно чувствовать, вам подходит эта концепция или нет. Я, например, вот в своей тоже истории, в сторис рассказывала, как в 5 лет я столкнулась с темой смерти. И еще в 5 лет у меня было это глубокое переживание. Я прям, можно сказать, что это как один из эпизодов регрессии. Увидела, что происходит вот на уровне космоса, когда человек умирает. И это просто было перед сном. Я находилась, наверное, в расслабленном состоянии, и этот скачок случился. У меня был очень сильный запрос. И я всегда вот с того момента очень осознанно знаю, что мы не уходим в никуда, мы не приходим один раз, и эту тему я исследую. И сейчас в моих личных погружениях вот несколько раз у меня, это не был моим запросом, запрос был совершенно другой, но у меня получалось выходить на уровень мироздания, можно сказать, космоса. Видела ли я такое в фильмах? Нет. Читала ли я об этом в книгах? Может быть, и читала. Но такой информации, вот если говорить о том, как я, например, перепроверяю, значит, перед Новым годом у меня было несколько погружений для того, чтобы закончить курс, да, для этого модуля.
И я погружаюсь с девушкой, выхожу на уровень мироздания, и мне показывают то, что происходит сейчас с планетой, и приходят какие-то осознания. Потом, значит, на следующий день она мне пишет и рассказывает, что у нее было после меня погружение с девушкой, которую я не знаю, и она видит такую же картинку, описывает ее в регрессии также. Потом, вот буквально недавно мы с ней снова списывались, потому что делали погружение вот за этот последний месяц, и делились опытом и переживанием того, что мы видели в своих сессиях, не общаясь друг с другом, не разговаривая на эти темы. То есть существуют хроники Акаши, некое пространство, пространство информации, всемирная библиотека, где и тоже не нужно мне верить, что оно существует. Проверьте сами, если вам это интересно, проверьте сами, узнайте для себя, существует ли оно для вас. Возможно, потому что я думаю, что оно существует, а оно в моем мире и есть. У вас может быть другое мнение. То есть здесь я не на то, чтобы вам рассказывать, это точно так. Нет, на самом деле я не знаю, как оно есть на самом деле. Я могу делиться только тем опытом, что я увидела, что я пережила, что переживают другие люди. И то же самое подтверждается, вот мои опыты, инсайты подтверждаются, например, моим учителем Мария Манок. Я у нее обучаюсь на курсе регрессивной терапии. Она вообще с 90-х годов в регрессии. У нее опыта больше 30 лет. И она, наоборот, принимает и материю, и все духовное, эзотерическое, прошлой жизни и так далее, реинкарнацию, потому что она это видит, невозможно отрицать то, что ты видишь и переживаешь. Вот. Ну и также многие исследователи это доказывали, рассказывали в своих работах. Вам советую почитать Майкла Ньютона «Путешествие души», Долорес Кеннон. Долорес Кеннон очень известный регрессолог, и ее мастерство, скажем, ее техника была на таком уровне, что она работала с тяжелыми заболеваниями, и там уже применялись техники гипноза. Вижу ваш следующий вопрос насчет различия гипноза и регрессии. Так вот, она уже применяла техники гипноза для того, чтобы погрузиться на более, скажем, глубокие уровни подсознания. Вот мы о них будем говорить, о волнах головного мозга. И это у нас уже гамма-уровень, да. И она на том уровне могла исцелять. И вот она работала и с раковыми больными, и с разными увечьями. То есть там это, такой человек, это его практика. Ее уже нет, но ее школа, ее учение продолжает существовать. По ее методике обучаются другие регрессологи и помогают людям с такими вот запросами в том числе. В регрессии гипноз не используется так напрямую. Для некоторых клиентов, которые не могут погрузиться на таких легких уровнях, да, это тета, больше всего тета и дельта уровни. Для них, для тех, кто может погрузиться на этих уровнях, мы работаем с ними там. И потом уже с практикой, да, спустя несколько сессий, мы смотрим, насколько клиент может глубоко уйти, насколько легко он погружается. Если человек вообще не погружается, мы можем попробовать техники гипноза. Но большое отличие регрессии от гипноза, то, что в регрессии вы все помните, вы полностью осознаете, что происходит. Это вот то самое состояние перед засыпанием. Поэтому вы все запомните, все, что увидите в сеансе, вы все рассказываете, вы со мной разговариваете. В гипнозе вы ничего не запомните, и это совсем уже другой уровень. Это не значит, что это плохо, но смотря для каких запросов и вопросов. Я, например, не работаю с гипнозом, хотя мы ему обучаемся для того, чтобы иметь возможность погрузить человека глубже, если это необходимо. Еще бывает такое, что во время сеанса человек может что-то увидеть, пережить, и он как бы и поднимается наверх, да, то есть выходит с этого состояния, и нужно его снова погрузить. Поэтому погружали ли меня в гипноз? Нет, не погружали.
я делаю вот регрессию, как регрессию, без гипноза. Я очень легко погружаюсь в регрессию, в подсознание, да, я практикую, в том числе занимаюсь медитацией, плюс мы ездили по местам силы, в паломнические места, также я слушаю, пою мантры, другие техники делаю, поэтому я достаточно легко погружаюсь, общаюсь, чувствую себя. Так вот, продолжим далее. Что мы можем проработать, да, с помощью регрессивной терапии? То есть любые такие зацепки, которые с нами произошли в прошлой жизни, любые негативные установки, паттерны поведения, то, что влияет на нашу жизнь. Пример, который я приводила, когда ваша мама, бабушка разведены, обе причем, да, и у них не сложилась личная жизнь. И вот они живут вместе, очень часто такое бывает, что и бабушка, и мама, и дочка, все живут вместе, и у них такой женский круг, и мужчинам там как бы нет места. А девушка может очень хотеть создать семью, иметь отношения, быть любимой, но не может, потому что когда-то вот ей передается на бессознательном установке от ее бабушки, от ее мамы, которые связаны с травмами, да, в их роду. Возможно, связано с бабушкой, возможно, еще раньше, что мужчина там плохой, или мужчина слабый, или мужчина там не нужен, или еще что-то, потому что произошла травма, ситуация, которая вот создала эту сцепку мужчина и что-то, да, как-то его окрасила. И девушка не может понять, что с ней не так, почему вот ее так жизнь складывается. И поэтому с помощью регрессии мы можем это проработать, размотать этот клубок и понять, в чем здесь урок, вынести этот урок через осознание и уже изменить свое поведение, отношение к этому и размотать этот узел для того, чтобы приобрести, да, то, что мы хотим. И таких ситуаций вот очень много. Даже у нас на курсе это очень часто происходит, рассказывают ситуации, то, что это уже наш учитель рассказывала, к ней обратилась женщина, которая хотела иметь второго ребенка, но первые роды у нее прошли, скажем, сложно, да, была определенная травма нанесена, она очень боялась. И с помощью регрессии она прорабатывала это, то есть смотрела в это состояние, они его усиливали, эмоции, травмы, которые тогда случилось. И, в общем, у них получилось это разрешить, и спустя сеанс тоже длился 1,5-2 часа. То есть спустя один сеанс она смогла избавиться от этого страха, и спустя какое-то время забеременела, у нее, по-моему, уже 2-й или 3-й ребенок родился. Это то, что вот рассказывала мастер, как это работает. И что это за состояние, когда мы находимся в погружении, да, с помощью регрессивной терапии. То есть от гипноза это отличается этими самыми вибрациями головного мозга. А гипноз — это уже прям супер погружение, когда вот состояние такого глубокого сна, и не имея способности его контролировать, как с осознанными сновидениями, например, мы просто туда проваливаемся, и нам нужен кто-то извне, кто сможет нам помочь. И опасность гипноза, например, в том, что вам могут внушить какие-то установки, потому что вы не сможете отследить, что вам как бы говорится, да, что вы можете не знать, какие есть намерения у человека. Поэтому я бы, например, у меня нет интереса делать гипноз, если честно. И мне нужна вот эта самая самость, независимость. В регрессивной терапии я контролирую. У меня, кстати, был, я тоже рассказывала об этом, опыт на курсе, где девушка меня погружала, и я чувствовала, что она полностью, она ведущая, я была клиентом, она полностью закрыта, ей не понравился мой вопрос, она не хочет это смотреть. И получилось так, что я почувствовала прямо в сессии, что это не мой человек, я дальше с ней не хочу идти, продолжать
погружение я, в общем, сама пошла, посмотрела, я пошла к наставникам, посмотрела, досмотрела то, что мне показывали, пришли осознания какие-то, инсайты, и потом я сказала, что... И я молчала, то есть я не рассказывала, что я вижу, я сказала ей, что я чувствую твое состояние, что вот как ты себя чувствуешь, я просто сама схожу, когда я буду готова, я тебе дам знать. И это буквально через несколько минут я прожила, увидела то, что мне нужно, и потом мы вышли из сеанса. То есть для меня важно, что, например, я с таким человеком не хотела бы идти в гипноз, потому что я не знаю, какие у нее установки и как она на меня может повлиять. В регрессии вы можете в любой момент остановить сеанс, вы можете в любой момент выйти из этого состояния, и вы все контролируете, все помните. Это глубокое расслабление, но это бодрствование, то есть вы не проваливаетесь в сон. Вот. И разница, да, наших состояний в повседневной жизни, большинство из нас находится на бета-уровне. Это вибрации нашего головного мозга, то есть это то, как мы себя чувствуем ежедневно. Если же мы немножечко замедляемся, практикуем, занимаемся йогой, дыхательными практиками, медитациями, любыми, в принципе, практиками, которые направлены на заземление, успокоение, да, расслабление, тогда это уже более такой спокойный уровень, называется альфа. Тета — это еще ниже, глубже, чем альфа. И вот уже кто слышал тета-хилинг, кстати, напишите, может быть, кто-то из вас пробовал тета-хилинг. Я немножечко интересовалась им, но для себя не пробовала. Вот, мне кажется, он чем-то похож, но немножечко на регрессию, но немножечко все-таки о другом. Так вот, и тета-хилинг, и регрессия, они работают уже с тета-волнами и плюс ниже. То есть со временем человек может пойти еще глубже, да, нарабатывая как бы опыт, тренируя свой мозг как мышцу. Вот, он может пойти на дельта волны переключиться и гамма. И все эти волны, мы все их имеем, мы все их излучаем в разных состояниях в своей жизни. Поэтому они все в нас есть, просто это как вот с мышцой, да, когда ты тренируешься, ты приобретаешь определенный навык. Также и здесь, если ты никогда не расслаблялся, никогда не, например, не можешь высидеть спокойно с закрытыми глазами 5 минут, тогда мы понимаем, что нужно еще работать на уровне альфа. Сложно будет такому человеку погружаться, потому что ум его неспокоен. И, например, когда люди приходят на консультацию ко мне, часто у людей, у которых неспокоен ум, он как обезьяна, да, мечется, то есть они не могут остановиться, собраться, заземлиться. У них повреждена Луна, она как раз и отвечает за наше подсознание, за эмоции, за наши чувства. И вот ум, именно ум, не как логику, а вот этот самый ум, качество ума, да, спокойность ума. Вот. И поэтому в регрессии мы можем... У меня нет аппарата, который бы измерял, на каких уровнях мы находимся. Я думаю, что я доходила и до гаммы. Я объясню немножко, да, и потом дам пример. То есть на тета-уровне у нас включается доступ к нашей глубинной памяти, и здесь как раз и случаются вот эти осознания и инсайты. Могут, кстати, приходить какие-то очень классные мысли или идеи. У меня такое постоянно случается, когда вот... Почему мне нравится заниматься практиками, потому что потом приходит как озарение, и я понимаю, вот, это нужно сделать, или какая-то классная идея для проекта, или то, что я хочу осуществить в будущем. То есть это такие еще плюшки, которые приходят, если вы занимаетесь практиками и успокаиваете свой ум. Вот. Дельта — это еще более спокойные волны, чем тета. Они самые такие медленные, то есть это уже состояние глубокого сна. И есть доказательства, что
что мы можем пребывать в этом состоянии сознательно. То есть не только когда нас погружает с помощью гипноза, но и сознательно входить в это состояние. Я, в принципе, с этим соглашаюсь, потому что это перекликается с гамма-волнами, сейчас о них расскажу, и с опытом, который вот у нас был в Индии и с практиками. Так вот, дельта-волны, они часто преобладают у целителей или экстрасенсов. Эти люди, они используют эти волны для того, чтобы, скажем, включать, да, свою интуицию, или они могут это использовать при работе с другими людьми. То есть они могут входить в это состояние на уровень этих волн для того, чтобы помогать другим, исцелять или чувствовать других людей. И самые такие последние, недавно, кстати, были открыты учеными, это гамма-волны. Самые уже медленные, такие спокойные волны. И их было сложно измерить, но именно их соотносят с просветлением или достижением пика. Мы это называем нирваной очень часто. Это такое состояние полного блаженства, счастья, безусловной любви. Прям безусловной любви. Это может возникать такими как эпизодами, как вспышками в течение дня или в определенном месте, или когда вы делаете какую-то практику. И здесь получается, что ум как будто бы полностью отключается, эго засыпает, и управление вот этой системой, да, этим скафандром, умом переходит к глубинным нашим аспектам, которые и называют сверхсознанием. Поэтому, когда я говорю вот высшее я, душа, сверхсознание, это вот все об этом. И здесь может открываться и творческий потенциал, и вдохновение. Здесь могут моментально приходить ответы на все ваши вопросы. Вот хроники Акаши, возможно, вы слышали о них, это вот эта самая Вселенская библиотека. В гамма-состоянии это вот так вот. Это как спросить, сколько сейчас градусов на улице, и ответ приходит так же. И вы можете спросить любой ответ. На уровне вот тета, дельта мы именно с этим работаем в регрессии. Мы также ходим к наставникам, мы их так называем, и с родственными душами общаемся, у нас есть совет старейшин. И это, скажем, это тоже части нашего сверхсознания, да, которые нам помогают подсветить какие-то вещи. И там мы получаем ответы на те вопросы, на которые мы не способны получить ответ здесь. Там это происходит на совсем другом глубинном уровне. И вот эти волны, дельта-гамма, мне лично напоминают наш опыт в Индии, вот в этом паломническом городе, куда мы ездили несколько раз. Мы там практиковали, медитировали в ашрамах, делали продакшену, ходили вокруг священной горы 14 километров. И очень часто мы ходим и повторяем какие-нибудь мантры, молитвы, то есть погружаемся. Это как медитация, да? Можно назвать это ходячей медитацией. В общем, медитация с намерением. Не просто ходим и там думаем о чем-либо, а это практика, целенамеренно идем. И очень, кстати, как-то благоприятно, можно так сказать, полезным является ставить намерение для практики. Вот когда мы выходили, например, мы просыпались в 4 утра, в 4:30 мы уже начинали этот обход, и перед тем, как мы начинаем идти, мы ставим намерение на эту практику. Например, я желаю себе, своим близким, всем живым существам здоровья, благополучия, радости. Вы можете просить что-то для себя, для своих родных, для мира в целом. Это может быть что-либо. И ваше намерение на эту практику, часто на любую практику, будет вам помогать доводить это до конца, доходить. Да? То же самое, например, вот мы делаем, муж, когда стоит на гвоздях, тоже делает намерение. Я, когда сажусь в медитацию, или вот когда нахожусь там. И вот в Индии у нас часто получалось, и во время того, как мы шли эту продакшн, этот обход делали, и в храмах один раз прям
посередине нашего обхода мы зашли в храм, там их очень много как раз находится вокруг этой горы, и муж захотел зайти в определенный храм, там просто посидеть, помедитировать. И вот там у него случился, скажем, такой опыт, когда мы оба сели в медитацию, и спустя какое-то время, я не знаю, сколько прошло, я открыла глаза, посмотрела на него, и его как бы не было, то есть было тело, но он был, его сознание, да, совершенно в других измерениях, и это прям ощущалось, то есть не было присутствия, да, было только тело. И это может говорить нам о том, что вот человек как бы пошел в такую глубину, но у него там свои процессы, свои переживания. И у меня тоже такие моменты были. На випассане я рассказывала, была в августе в Крыму и проходила недельную випассану. И там у меня на 5-й день случилось очень глубокое переживание, просто сидя в медитации, проделывая определенно, там есть специальная техника, да, как мы тренируем свой ум, скажем так. И там, мне кажется, да, была достигнута эта гамма-волна, потому что меня накрыло, и об этом тоже, у меня об этом есть видео, если хотите посмотреть, оно супер длинное, у меня там было куча эмоций, я такая вдохновленная приехала, но, возможно, кого-то из вас это смотивирует. И вот там у меня случилась эта самая безусловная любовь ко всему. Для меня это было настолько красиво, что я плакала от того, что это было настолько красиво. Тот опыт, который я увидела и пережила внутри. То есть там тоже ко мне пришли картинки, но это было ощущение полностью телом. Вот, это то, что я хотела рассказать вот о том, да, как устроен наш мозг, какие у нас есть состояния и в какое из этих состояний, скажем, вписывается регрессия. Леон спрашивает, это вы неделю молчали, откуда у вас столько силы? Да, неделя была в тишине. Для сил нужно намерение. У меня было намерение, мне очень хотелось проработать определенные моменты в себе. И мне очень хотелось, мне в какой-то момент, это было за месяц до моего дня рождения, и вот часто бывает, мне в августе поднакрывает. Я просто проснулась в один день и поняла, что я хочу побыть одна. Увидела этот ретрит, и через 5 дней я уже была там. Силы, они, ну вот как говорят, да, тот, кто идет, тому путь и открывается. То же самое и здесь. Мне очень хотелось, было сложно, но была очень хорошая поддержка, и на том ретрите у нас группа была более 100 человек. Это было такое сильное поле, потому что, ну, представляете, 100 человек, мы вместе читали молитвы, мы вместе делали медитации, мы вместе практиковали. И это было очень сильно, и ты понимаешь, когда в те моменты, когда тебе очень сложно, плюс может тело реагировать, я об этом тоже говорила, что проявилось как бы все на физике, все, что могло с телом, началась чистка, и ты думаешь, о боги, это действительно сложно, но потом ты смотришь на всех этих людей, вот эти ровные спины, которые сидят вместе с тобой по 10 часов медитируют, и ты понимаешь, нет, я не сойду с дистанции. Поэтому после этого я поняла, насколько важно иметь и круг единомышленников, насколько важно вместе собираться, практиковать, потому что именно это и придает силы, вот эта энергия, которая создается в кругу людей, единомышленников. Это что-то космическое, это очень круто. Да, в 12-й месяц перед днем рождения всех накрывает. Есть такое, давно уже в себе это проследила, и, ну, вообще считается, что, да и сам день рождения, да, в ведической традиции, что его нужно проводить не так, как у нас это принято, с веселья и гуляния, а в тишине, в одиночестве, в уединении, в рефлексии, как прошел прошлый год, куда вы идете, зачем вы идете, какие у вас дальше планы, то есть это должно быть такое подведение итогов. Очень благоприятно заниматься практиками, поэтому да, если чувствуете, что вот день рождения скоро и вас накрывает, это нормально, потому что это как новое рождение, и как астролог мы, например, я, да, создаю
есть как услуга. Это называется гороскоп, потому что на годовой гороскоп для человека на момент его рождения, вот в тот же день, когда он родился, да, Солнце заходит в определенные градусы, и получается новая карта на следующий год. Конечно, есть карта рождения, она не меняется никогда, но вот настолько важен этот день рождения, потому что включается, скажем, как открывается новая сфера, новые какие-то задачи, что-то высвечивается из того, что у вас уже есть. Вот, и поэтому важно знать, важно правильно его проводить, да и важно, в принципе, чувствовать, какой этот год будет для вас, что выходит на первый план. Ну и вот для этого и существует астрология, да. Но если вы себя хорошо чувствуете, слышите свой внутренний голос, то вы сам себе астролог. Вот, поэтому сейчас уже буду немножечко заканчивать. Пару важных моментов хотела бы рассказать, с какими проблемами, вопросами работает регрессивная терапия. Я, в принципе, их уже проговорила, но еще о некоторых хочу сказать. Это все, в принципе, все проблемы, которые существуют. Это все негативные установки, травмы, какие-то программы, да, например, я боюсь много зарабатывать, или стыдно много зарабатывать, или я недостойна хорошо жить, или много зарабатывать, или я не слишком умная, я не слишком красивая, меня никто не любит, я недостойна любви, да, вот такие установки, где, и, возможно, это не всегда так явно прослеживается в вашей жизни, поэтому и важен человек со стороны, кто может их выявить, да, но имея проблему, озвучивая ее, другой человек может вам помочь вывести эту установку и уже продолжать с ней работать. Это также сложные отношения с родителями. Это прям очень часто происходит. Детские травмы, которые... Очень много из них на самом деле именно на моменте зачатия происходит. То есть я об этом говорила, насколько важно женщине быть с правильным мужчиной, насколько важно осознанно подходить к зачатию, к тому, чтобы иметь детей. Потому что в тот момент, когда происходит зачатие, есть тоже разные теории, да, на этот счет, когда приходит душа в эмбрион, на каком этапе. Но что регрессии показали, это то, что прям действительно на моменте зачатия душа ребенка уже знает, его ждут или нет, его принимают или нет, его хотят или нет. И вот если это, допустим, случайная беременность, не запланированная, да еще там не от того человека, и это прям ужас и страх, и почему это происходит, и, например, девушка думает избавиться от ребенка, такой человек это будет фонить, это чувство того, что меня когда-то не хотели, да, не хотели иметь, но потом выбрали, родили. Он может всю жизнь доказывать что-то своим родителям, всю жизнь доказывать что-то окружающим, быть каким-то удобным, быть, в общем, каким-то, кроме быть самим собой. Вот, поэтому такие вот, ну, это даже внутриутробные травмы, это с этим работает регрессия, с этим мы уже вот сталкивались в первые месяцы практики. Как я рассказывала еще насчет лишнего веса, переедания, тоже классика — это муж-тиран, я жертва. Вот это вот, в принципе, это треугольник, да, надзиратель, тиран, жертва, очень популярно. Не то, что популярно, как будто есть рейтинг. Нет, но часто с этим обращаются, часто у людей такие ситуации. И на консультации вот по астрологии ко мне приходят, и в регрессии мы это тоже видим. Также чувство одиночества или потерянность, да, я не знаю, в чем мое предназначение, не знаю, чем стоит заниматься, проблемы с зачатием, вот как я рассказывала историю, и тема смерти еще. Вообще, тема смерти, потому что в регрессии мы проживаем момент смерти, когда мы смотрим прошлую жизнь, очень часто, не всегда зависит от вопроса, да, запроса, с которым приходит клиент. Но это важно пережить, потому что момент смерти является
точкой отсчета для новой жизни. То есть, когда человек уходит сложно, тяжело, что-то происходит, и он ненавидит эту жизнь, Бога презирает. В общем, он уходит с полным разочарованием и с полной ненавистью. И душа, мы можем даже видеть, как меняется, человек это описывает, да, какая у него душа, она или тяжело поднимается, или она каких-то темных цветов, окрасов. То есть это означает, что она прям наполнилась этими негативными переживаниями, эмоциями. И следующая жизнь человека уже прям начинается или с каких-то сложных травматичных событий, или они потом начинают очень быстро разворачиваться. И могут быть, да, сразу сложности с саморазвитием, с проявлением в этом мире неудовлетворения, да, недовольства. Поэтому, во-первых, это то, что мы проживаем этот момент, и мы видим, как мы уходили, мы можем это тоже изменить, переписав сценарий и изменить наши, скажем, если этот был уход сложным и тяжелым, мы смотрим, что бы мы могли по-другому сделать для того, чтобы мы легче ушли, да, какие осознания мы не успели дополучить, мы можем получить их сейчас, закрыть ту главу, да, и начать как бы с новой в этой жизни. И еще регрессия хороша тем, что так как мы постоянно соприкасаемся с прошлыми жизнями, с реинкарнацией, со смертью, это убирает страх той самой смерти. Это тоже отдельная тема, о которой мне хотелось бы поговорить, особенно те, кто восьмидомники, для вас эта тема актуальна, такие люди обычно интересуются всем, что с этим связано. Они могут как и спокойно к ней относиться, так и иметь определенные страхи, да. Но для многих людей обычно тема смерти и в наших странах, в нашей религии это всегда связано с трауром, это всегда как бы тяжелые темные дни, в которые ты должен плакать. Например, в Азии, где мы жили, в Индии, на Бали мы долго жили, мы видели очень много, как происходят обряды, когда человек уходит, и это всегда праздник. Они всегда делают большой праздник, и может вот вся деревня или весь этот район праздновать то, что уходит этот человек, потому что у них совершенно другое отношение к смерти, для них душа вечна, они понимают, что душа-то никуда как бы не ушла, душа пошла отдохнуть, и она может сюда вернуться, в другое место вернется, ушел как бы скафандр, то есть тело, поэтому для них они по-другому к этому относятся, и для тех людей, у которых или появился страх, или травма, связанная со смертью, да, в этой жизни, или те, кто ее боятся, это может быть хорошей терапией. Вот. И, кстати, насчет терапии, это то, что за один сеанс не факт, не проработается все вопросы, все установки, которые у вас есть. Здесь все индивидуально. У меня, например, мой пример. Ровно год назад, в феврале, я делала групповое погружение со своим учителем Марией Манок, и у меня там был вопрос, в общем, мне нужно было его проработать, посмотреть. В групповом это все очень быстро происходит, и это не индивидуально, это совсем другая работа, но все равно мне как бы хватило того, что я увидела. И вот проходит чуть меньше года, я уже сама обучаюсь у нее на курсе, и тут снова всплывает эта ситуация, и я понимаю, что мне нужно погрузиться, потому что я вообще не понимаю, что с этим делать. И тут, казалось бы, да, вот год назад я это проработала, меня это не тревожило, ко мне это никак не возвращалось, но тут прошло какое-то время, и что случилось? Я погружалась 2 или 3 раза на тему, которая косвенно была связана с этим вопросом. И мне каждый раз открывались новые грани того, что мне было нужно вот увидеть, да, и там потом раскрылся вообще как бы новый опыт, и через это раскрылась другая часть моего предназначения, вот возвращаясь о том, о чем мы еще в начале говорили. То есть как бы пришло время, я стала готова к тому, чтобы увидеть что-то новое, распаковалась как бы новая информация, да, новые данные. Вот, поэтому, так как это терапия,
хорошо работать комплексно. То есть если мы разговариваем с человеком, выявляем, какие есть затыки, проблемы, установки в этой жизни, и в течение какого-то времени мы их прорабатываем. И смысл здесь не в том, чтобы всю жизнь, да, делать терапию, потому что травм мы как бы найдем, если в этой жизни их много, но если мы еще в прошлое пойдем, их можно всегда находить и всегда погружаться. Смысл здесь не в этом, чтобы постоянно погружаться. Смысл проработать именно те травмы, установки, да, которые вам мешают, то, что сейчас как бы вылезло на поверхность, да, что вам мешает, как-то фонит, дает о себе знать. Проработав их, подняться как бы на ступеньку выше, да, в своем развитии, в своей осознанности. Чувствуете, что есть силы, есть энергия, появился новый вопрос, готовы еще что-то увидеть, проработать, можно тогда еще погружаться. Чем регрессия отличается от психотерапии у психиатра или психолога? Я отвечу, как я это вижу. Я не работала напрямую с психологом. Нет, я работала с астропсихологом, человек, у которого есть психологическое образование. Я изучала психологию. И еще когда я ее изучала, я поняла, что она для меня на уровне ума. Это то, с чего вот мы начали сегодняшний эфир. И мне не хватало глубины. То есть психолог или психотерапия, у каждого, во-первых, свой метод. Для кого-то это подходит, это работает, им на этом уровне подходит работать. Для меня это не подходит, потому что это вот уровень, который на поверхности. Это как айсберг, да, то, что вот мы видим. Регрессия же работает с подсознанием. И вот это путешествие, как бы мы говорим, да, в прошлой жизни, путешествие в наше подсознательное, самостоятельное, мне лично учит меня тому, что я могу сама контролировать события своей жизни, то, как они развиваются, как они раскрываются. Тем прорабатывая что-то в прошлом, какие-то установки, я меняю свое будущее. То есть я есть главный герой своей жизни, своей книги, фильма, как угодно. И я вижу это в астрологии, да, на консультации я это постоянно говорю, то, что вы есть кузнец своей судьбы, есть звезды, есть определенные предопределенности, но вы все можете изменить, начав меняться, да, начав менять свое отношение, свои действия, но все это сначала рождается у нас в голове, у нас в уме, потому что мы действуем, что-либо говорим, делаем уже из нашего ума. То, что мы подумали, какое-то у нас есть мнение, какая-то сцепка произошла, что это должно быть так. Мы идем, это делаем. Так вот, мне регрессия помогает именно на глубинном уровне это проработать, увидеть самостоятельно и потом отслеживать дальше в жизни. И, в принципе, за всем видеть эту самую глубину, брать контроль за свою жизнь, ответственность за нее и также вот в работе с клиентами. Мне, например, не интересно, чтобы человек ко мне ходил каждую неделю на протяжении многих лет, и мы с ним прорабатывали, чтобы он во мне нуждался для того, чтобы быть независимым, свободным, счастливым. Потому что я хочу его научить быть независимым и свободным через этот опыт, через астрологию, через регрессию, чтобы он это сам все увидел, осознал, и, имея этот опыт, уже смог как бы воспроизводить, да, использовать это. Потому что, вот как я рассказывала, на уровне ума, когда я даю рекомендации, советы, как что-то проработать, это очень сильно отличается от того, когда ты это сам видишь, и это происходит с тобой, и у тебя полностью происходит узнавание того, что этот опыт происходит с тобой. Понимаешь? И вот когда ты это сам видишь, не я тебе рассказываю, когда ты сам это видишь, эти переживания, они
такие яркие вспышки, они остаются с тобой навсегда. И это действительно то, что меняет твою жизнь, и то, что ты потом можешь использовать дальше в других, например, сложных ситуациях. И, возможно, это в будущем ты не будешь так ярко на что-то реагировать, да, если кто-то, например, или манипулирует, или выводит тебя на эмоции, ты будешь видеть дальше, ты будешь видеть глубже и видеть эту цепочку, почему, например, это все происходит. Поэтому для меня это этим отличается, глубиной. И я, например, вот из тем, да, по которым можно погружаться, я рассказывала в своем посте то, что я погружалась на следующие темы. Это вот предназначение, чем мне стоит заниматься в этой жизни, прорабатывала обиды, травмы первых отношений. И вот с этим, ну не то, что с этим запросом, но с этим человеком был связан запрос, и там уже потом раскрывались совсем другие вещи, которые были связаны с моим предназначением, и почему, например, я нахожусь уже вторую зиму в Турции. Какая у меня кармическая связь с этим местом. И то, что я видела вот насчет того, да, насчет веры, насчет правды ли это или нет, вот то, что я увидела насчет Турции, того места, почему я здесь нахожусь, другая девушка мне рассказывала свой опыт. И когда она мне рассказывала, я этого не верила, потому что у меня сначала было переживание, когда я первый раз приехала в Турцию, это было еще, мне было 12 лет, это был отпуск с родителями, и у меня здесь было видение, да. И я тогда очень сильно испугалась, в общем, стеснялась этого, боялась рассказывать. И вот уже спустя 20 лет почти, да, происходят регрессии, и я вижу определенные вещи насчет этого места, и потом мне совершенно незнакомый человек где-то там в России рассказывает, я не помню, с какого города, рассказывает, что вот она знает об этом месте и что тут происходит. Я была в шоке, потому что это очень перекликалось с моим опытом. Вот. И вот могла ли я такое где-то прочитать или увидеть в фильме? Нет. То есть я такое даже, ну как мозг мог такое придумать? И я не верю. Это слишком реалистично, слишком правдиво, и другие люди видят то же самое. Поэтому вместо того, чтобы доказывать, что это есть, я говорю просто, если хотите попробовать, есть любопытство, значит, стоит попробовать. Частые вопросы, с которыми приходят. Супер частые — это отношения с мужем. Обычно женщины приходят, и детские травмы. А еще реализация предназначения. И потом уже оттуда, скажем, разматываем клубок и находим разные чувства, как они фонят в этой жизни, с чем они связаны, и продолжаем дальше работу. И если это травмы, которые очень глубокие, сильные, тянутся не одну жизнь, тогда нужно время, чтобы это все проработать. Но очень часто вот те, которые люди чувствительные, или у которых есть какие-то способности, кто видит вещи и сны, они рассказывают, что им потом снятся определенные сны, у них еще потом регрессия, то, что они увидели, прорабатывается во сне. Вот у меня похоже было, я потом просто погружалась в прошлой жизни, засыпая, потому что находилась на той волне, да, в том состоянии. Также я, например, прорабатывала сложные отношения со своей свекровью. И не то чтобы прорабатывала, я смотрела, почему такие отношения в этой жизни, с чем они связаны. И было уже до этого понимание, что я могу изменить, что я не могу изменить. И в регрессии пришло осознание. Я посмотрела, мне там показывали много разных эпизодов жизни, и показывали, какие были отношения, что там происходило, ее роль, да, в моей жизни, и какие уроки моя душа с ней проходит, что в тех жизнях там уроки одни и те же. И, в принципе, там я даже видела, насколько я прохожу, насколько она их проходит, не проходит, что нужно делать, и ко мне пришло облегчение, потому что очень много лет, я замужем почти 6 лет, и вот все это время, эти отношения, конечно же, они меня беспокоили, мне хотелось как-то их улучшить.
и я немножко не понимала, чем заслуживаю такое отношение к себе. Ну, не немножко, у меня была обида, будем называть вещи своими словами, и мне хотелось это как-то решить, потому что ну, мне хочется иметь большую семью, хорошие отношения и как-то применить те знания, которые я имею, да, потому что, ну, это важно. А смысл иначе тогда столько учиться. Ну и, в общем, в регрессии я это все увидела, я поняла, что я могу делать, что я не могу делать, какой здесь урок. Мне это было супер полезно, я успокоилась, выдохнула, и у меня энергия ушла с этого места. Ну вот еще смотрела, когда рассказывала на космическом плане, что можно как бы на уровень мироздания, да, выходить. Это то, что сейчас происходит в мире, какая у меня в этом роль. Это такая чисто эзотерическая тема, вообще не для всех. Не всем это нужно знать, не все к этому готовы, поэтому запросы могут быть и материальные, и духовные. Что вас беспокоит на данный момент, что вы хотите узнать, потому что важно иметь намерение, энергию идти только на энергии ведущего, да, моей мы не уйдем, то есть нет смысла мне вас тащить, вы должны сами хотеть работать, менять свою жизнь. Вот, и насчет того, как я пришла в регрессию, ну, в принципе, я это все рассказала. Я обучаюсь с октября прошлого года, практика у меня уже с ноября, и в моей карте, например, есть в 12-м доме Кету с Марсом, в 6-м Раху с Луной, и это как одно из таких указаний на то, что я могу помогать людям через подсознание, какие-то духовные практики, целительство. И здесь как и есть опыт в этом, да, наработки из прошлых жизней. Это, кстати, вот Кету, где он у вас находится в натальной карте, это он указывает на опыт из прошлых жизней. Так и то, что Раху — это то, куда одна из кармических задач этой жизни, куда стоит направлять свою энергию в этой. Поэтому так я и знала, что чем мне стоит заниматься, и потом уже, скажем, получала подтверждение этому через астрологию, потом через медитации, потом через регрессию, да. Вот. И когда я уже начала обучаться регрессии, сразу произошло какое-то узнавание, потому что я себя почувствовала как рыба в воде, то есть как будто бы я в этих состояниях раньше была, и мне здесь намного комфортнее моментами, чем просто в обычной жизни. То есть мне вот это вот откликнулось, да, что я могу помогать человеку видеть корень, вот эта глубина. Мне это очень понравилось, и то, что человек может избавиться от своих страданий благодаря этому методу. И хотела сказать, кому регрессия не подойдет, кому нельзя заниматься данными сессиями, практикой. Это те, у кого есть какие-либо сердечно-сосудистые проблемы, высокое кровяное давление, беременным нельзя заниматься, потому что если вдруг какой-то травматичный опыт, тогда это может сказаться на ребенке в том числе. Поэтому во время беременности не стоит. Также нельзя заниматься, если есть астма, эпилепсия, судорожное состояние, глаукома, любые психические расстройства, также зависимости, алкогольные, наркотические, прием каких-либо седативных препаратов и недавно перенесенные операции или какие-то сильные травмы, сильные переживания. В таких состояниях и с такими противопоказаниями нельзя заниматься. И хотела ответить на ваши вопросы, которые вы задавали. Здесь буквально уже несколько, потому что я почти на все ответила, и этот эфир длится 1,5 часа. Ну, я надеюсь, что вам интересно. Те, кто сейчас смотрит, те, кто будут смотреть в записи, можете задавать еще свои вопросы, я обязательно на них отвечу. Или сделаем видео, или в постах. В общем, будем продолжать освещать эту тему. У нас будут еженедельные рубрики на Инстаграм. Вот эта неделя у нас посвящена этой теме, следующая неделя будет другая, потому что, ну, во-первых, мне кажется, интереснее и мне, и вам говорить, рассуждать на разные темы, и плюс мы же все эти сферы, да, все эти темы есть в нашей жизни, они все важны, поэтому стоит как бы равномерно их прорабатывать, изучать. В общем,
Меня спрашивали, бывает ли такое, что не получается погрузиться. Бывает. Было ли у меня такое? Было то, что вначале прям вообще сложно было погрузиться, человек просто видел темноту, и это тоже говорит о том, что там травма была связана с детством, потому что, по запросу, и просто темнота, ничего не видит, сложно что-то почувствовать, потому что страх. И так подсознание, скажем, нас защищает, блокируя информацию. И я применяла различные техники для того, чтобы человека расслабить, погрузить, потом мы остались на уровне этой жизни, у нас получилось все увидеть, что нам было нужно, почему человек был готов, но потом клиент сказал, что она думала, что была готова, но когда мы уже пошли в регрессию, в погружение, поняла, что боится знать ответа. То есть еще бывает такое, что ты знаешь, что тебе это поможет, да, либо что, но ты боишься это сделать. Нахождение этого ответа, решение этой проблемы создаст пустоту, и ты как будто бы не знаешь, чем ее заполнить. То есть бывает даже такое. Все мы стремимся, да, решить свою проблему, но некоторые так привыкли быть в этом состоянии, и у них как будто вся жизнь вокруг этого происходит, что если убрать это, как будто бы самое ценное уйдет из нее. А что тут будет, да? Чем заполним эту пустоту? Так что бывает такое, что да, все по-разному погружаются. Вообще, наш мастер курса Мария Манок рассказывала, так как она в регрессии с 90-х годов, рассказывала, что сейчас меняются вибрации Земли, может быть, вы об этом слышали, я это и чувствую, и вижу. И сейчас люди намного легче погружаются, чем это было в 2000-х годах. Раньше было намного сложнее людям погружаться. Именно она говорит об опыте с клиентами. Сейчас погружаются почти все. Если человек, например, не готов, или у него очень сильный ум, логика, да, он прям защищается, он боится пойти в это подсознательное, включить воображение, расслабиться, тогда мы или несколько раз погружаемся, плюс я даю такую домашнюю работу, специальные медитации, работа со своими чувствами, с воображением, для того, чтобы человек тренировал этот навык в себе, как мышцу, это тоже важно, умел задействовать это полушарие, перейти на эти волны, и тогда мы пробуем снова. Если человек вообще никак не погружается, тогда он пробует другой метод. Но пока таких случаев не было, и на курсе тоже об этом не слышала, хотя погружаются все по-разному. Есть такое, что люди погружаются, но не очень глубоко. Это тоже, это есть, это нормально. Если человек чувствует, что даже на этом уровне он получает пользу, тогда все хорошо, можно продолжать. Спрашивали также, сколько раз можно погружаться, и будет ли каждый раз что-то новое. То, что каждый раз будет что-то новое, я уже ответила, как по одному запросу я погрузилась 3-4 раза, связано с одним человеком, совершенно разной жизни, совершенно разный опыт и инсайты, да, выводы мои. Сколько раз можно погружаться, нет лимита. Я лично, например, знаю человека, который погружался более 100 раз. То есть она использует регрессию прям как терапию, как поход к психологу еженедельно на протяжении нескольких лет. Может быть, несколько раз в неделю иногда делает. И здесь, я не знаю, с какой точки она начинала, да, как ее жизнь была до регрессии, какие у нее были остановки и сейчас. То есть я не могу увидеть всю ту работу, результаты этой работы, действительно ли это очень сильно изменило ее жизнь. То есть люди могут погружаться очень много. Здесь главное делать перерывы однозначно, и как и ведущему, да, и клиенту, чтобы быть в ресурсе, была энергия, делать это, когда хочется, да, а не просто, окей, идем, покажи мне что-то там. Нет, так не нужно. Нужна энергия, должен быть интерес. Но также, как я говорила, что я не хочу быть каким-то человеком, который, да, постоянно за руку ведет. Я хочу помочь до определенного этапа, и потом человек сам самостоятельно
работает, справляется с ситуациями, с вызовами, проходит свой опыт. Если нужна помощь, он обращается, получил новые знания, инструменты, пошел, применяет. Вот так вот. Прям погружаться каждую неделю, и человек рассчитывает только на меня, что я ему помогу, и только в этом сеансе он это прорабатывает, и кроме этого ничего не делает, мне кажется, это неэффективно. И крайний вопрос: обязательно ли нужно приходить с запросом? И как звучит запрос? Да, нужно иметь намерение, запрос на сеанс. Смысл, да, зачем вы это делаете? И так как мы работаем с подсознанием, у каждого человека есть по крайней мере, как минимум, один вопрос, который его тревожит, о котором он думает. Ну и вот, определите, что это за вопрос на данный момент для вас, и приходите с ним. Он может звучать совершенно по-разному. Мы вместе, перед тем, как мы делаем погружение, я разговариваю, знакомлюсь с вами, узнаю о вас, о вашей ситуации, и мы вместе формулируем этот запрос. То есть я помогаю вам его сформулировать, чтобы он имел в себе те вещи, которые вам сейчас нужны, те самые подходящие нужные слова, которые вас туда погрузят. Вот, я предлагаю на этом закончить сегодняшний эфир. Это было много. Я думаю, вы подустали, те, кто смотрели от начала и до конца. И у меня уже стемнело, нужно включать свет. В общем, благодарю вас за ваше время. Пишите вопросы, с радостью на них отвечу, делитесь вашим опытом. Обратная связь, тоже буду ее ждать. Мы еще обязательно будем продолжать данную тему. И до новых встреч. Благодарю.